записать ролик про особенности переезда, часть 2. Еще особенности переезда в Петербург. Погнали! Что же бросается в глаза при переезде в Петербург? Итак, первое – это очень много мест, где можно погулять. Действительно, Санкт-Петербург очень большой город, очень красивый, много зелени, тут парков неимоверное количество. Там Александровский сад, Таврический сад, Марсово поле, Михайловский сад. Это я назвал только основные. На самом деле их тут очень много. Сюда же можно добавить памятники, красивые дома, различные места, куда ты можешь просто сходить, посмотреть, погулять по каким-то улицам. И ты будешь уже наслаждаться достопримечательностями. Очень важно, кстати, даже если я, например, очень много хожу, гуляю здесь, смотрю, и поверьте мне, я даже не посмотрел и 100-ю часть того, что здесь есть. Потому что захожу в какой-то район Петербурга и удивляюсь, такой: ого, вот это здесь, ого, вот это здесь. Поэтому, к слову сказать, рекомендую вам Таврический сад. Это довольно большой такой сад. Он находится, метро называется «Первая линия», красная ветка, Чернышевская. И буквально там пройти на восток метров 500, может быть, километр, даже, наверное, меньше, и вы увидите огромный сад. Когда только приехал, думаю, пройду здесь достопримечательности. Открыл Дубльгиз, а там, наверное, миллион их открылось, там больше 1000. Я такой: офигеть, сколько их тут. И потихонечку, конечно, смотрю, но все равно это приличное количество. Это если где-то 1000 достопримечательностей, примерно по 5 в день просматривать. Считай, если где-то 200 дней, нужно тупо, чтобы просто обойти все и посмотреть. Также особенность Петербурга – это то, что зарплаты выше, чем по стране. Может быть, не такие высокие, как в Москве. Москва все-таки первая лидер по зарплатам. Здесь поменьше, но в целом чуть выше. И, соответственно, как обратная сторона этого, нужно работать больше. Очень нравится следующий пункт. Это культурная жизнь, культурная столица России. Поэтому здесь довольно большое скопление музыкантов, различных оркестров, выступлений, фильмов, каких-то показов, выставок. Тут на самом деле, если задаться целью, можно ходить хоть каждый день на какие-то мероприятия. Тут там даже, например, классическая музыка, 2-3 концерта, минимум 2 точно есть каждую неделю. Если вы захотите приехать и сходить на каких-то знаменитостей, или ни на минуту не усомнитесь в этом, что вы найдете, и точно сходите, даже, еще будете выбирать, куда вы пойти. Можете открыть киноафишу на Яндексе и посмотреть сейчас, когда вы смотрите, откройте и посмотрите на Яндексе, сколько людей, сколько всего выкладывается. Следующий пункт — это такой, обыденно классический. Все-таки Питер — это русский город, может быть, чуть больший, может быть, чуть более культурный, с огромной историей, различной, как и хорошей, так и плохой. И тут все то же самое. Аптеки, магазины, какие-то продуктовые магазины, развлечения. Все здесь как у всех. Да, это накладывает особенность то, что город большой, и тут этих кафешек, магазинов огромный выбор на любой вкус. Есть там те же, например, красное-белое. Это алкоголь, довольно недорогой есть, средней ценовой категории. Но в то же время есть магазины, которые не везде увидишь. Например, сетка магазинов «Призма». «Призма» — это что-то типа финский магазин, там много финских товаров, именно оттуда привезенных. И они, действительно другого качества. Также есть и обычные русские товары, но это, как ощущение такое, что ты ходишь по перекрестку, только перекресток плюс, потому что тут большой ассортимент, много всего. И, например, мне лично заходит, я всегда беру баночку с тунцом, там их что-то 4-6 видов. Мне с маслом нравится, он прям, натуральный, прям вкусный, его даже на хлеб с утра намазываешь, в этом маслице разбодяжил, он напитался этим маслом, очень вкусно.
Ну и, соответственно, это в свою очередь, конечно, там подороже, в свою очередь накладывает отпечаток, что это с Финляндии. Также соки там, вы знаете, там есть мандариново-апельсиновый, их местный сок, который сюда привозят. Он тоже, что вот прям бросается в глаза, они не такие сладкие. То есть, если у нас ты пьешь, это прям сладость, прям давящая сладость, то тут он такой, знаете, добренько, кисло, такой чуть-чуть сладенький, прям приятно. И это нравится. Также про кафешки, про рестораны. Здесь много всяких нестандартных вещей делают. Каждый старается завладеть своей клиентской базой, аудиторией. Например, есть Mickey and Monkeys. Очень у них такие прям огромные коктейли, овершейки. Вот, только у них я такое видел, и они прям большие. У меня, кстати, обзор есть на канале этого заведения. Есть такое заведение в Питере, где, например, квест тебе предлагают пройти. Это Мистер Пинки. То есть ты приходишь покушать, тут какие-то, по-моему, задания. Проверьте меня, если не ошибаюсь. Если я ошибаюсь, напишите в комментариях, какие вы еще заведения знаете. Такие места, например, где нет вообще официантов. Это Харац. Харац в Питере один. Это сетка баров. Есть места, например, для, как считается, там, для съема девочек, для девчонки именно прям активны в этом плане. Это кафе Дель Мар. Это сетка, довольно дорогая, кстати, поэтому считается вот так. Если есть тебе что рассказать про кафешки, обязательно напиши. Или если вы хотите, чтобы я сделал обзор на какое-то заведение, может быть, какое-то интересное, тоже обязательно напишите в комментариях. Я обязательно все прочту, и да, возможно, ваше именно предложение и пойдет в жизнь. Хочу еще рассказать нюанс. Общаюсь довольно много с людьми, с разными, и по работе, не по работе. Довольно, скажем так, большой круг общения у меня приходится общаться. И я что заметил про петербуржцев. Вот кто здесь живет в Питере, иной житель, там лет 10 живет, они, вы знаете, вот, как бы это сказать, не хочу оскорбить никого, они ленивые. Вы знаете, может не ленивые, они не замотивированные работать, что ли. Знаете, вот такой пример приведу. Вот когда ты там вырастаешь в семье и довольно небогатый, ты хочешь работать, ты понимаешь, да, вот надо денег заработать, надо вот стараться мутить дела, потому что там у тебя родители бедные. И ты такой, бьешься локтями, пытаешься прорваться выше, наверх, заработать там как-то бизнес, может, какие-то должности. А есть второй пример, когда вот ребенок растет в семье очень богатой. И я таких много в жизни видел. И он не замотивирован на работу, потому что ему и так все это достается. Ему родители дают. Хочешь машину, хочешь квартиру, пожалуйста, вот тебе. И в итоге они вырастают балбесами. Я не говорю про всех, конечно. В разных ситуациях разные люди есть. Но в большинстве случаев, как мне кажется, и я эти примеры видел в жизни, они не замотивированы работать. Вот то же самое здесь, в Петербурге. Что люди, которые имеют квартиру здесь, которые жили здесь давно, которые уже многое видели. Вы знаете, они такие, инертные, аморфные. Не надо им ничего. Даже две девушки, например, довольно симпатичные, петербурженки, интересные, да, но при этом они даже, с парнями лень встречаться, то есть нафиг, говорит, не надо мне это все. Я вот тут спокойно, там, образно говоря, с своими кошками, собачками, там, сериальчиками. Мне это заморочки, там, куда-то ездить не надо. Вот. Удивительно на самом деле, что вот такие люди так думают, и определенный отпечаток, скажем так, города вселяет в сознание людей такие вот настроения. Конечно, может быть, я ошибаюсь, если вы знаете эти примеры, другие хорошие примеры, напишите мне об этом, я обязательно расскажу вам в следующих видео. Вот, а тут, которые приезжие, они борются за жизнь, они стараются, и я вот сам даже приезжий, получается. Видите, ролики пилю и на работе работаю. Поэтому, мне кажется, может быть, вопросом мотивации из-за того, что не хватает денег, не хватает, может быть, каких-то реализованных амбиций. Так как нету этого, нету реализации там, а ищешь здесь. А петербуржцы, получается, может быть, пытаются реализоваться в другом, кстати, а не в работе. Но в любом случае, это мое субъективное мнение.
Если вы считаете по-другому, обязательно напишите в комментариях. Ну и спасибо за просмотр. Пока-пока. Друг, ты что, не подписался еще на канал? Ух, я тебе. Подпишись обязательно, потому что я выпускаю видео различной тематики. Впереди много интересного. А ты пропустишь. Непорядок. Подпишись. Еще одна тема в Питере. Она обычно летом, в начале месяца. Это белые ночи. 23:06. Вот такая история. Сами видите, довольно светло. Света никакого не использую. It's my life.